Всем привет! Сегодня нахожусь на севере острова. Хочу познакомить вас с прибрежной зоной Эль-Саусаль. О! Здесь, кстати, очень интересное место. Приехать сюда, чтобы полюбоваться природой, обязательно стоит. Я сейчас прогуляюсь по этой зоне и покажу вам, что из себя представляет это место. Я немного расстроилась, что облака спрятали солнце, но по прогнозам синоптиков, на что я и рассчитывала, погода все-таки разгулялась. Прибрежная зона Коста-дель-Саусаль – это природно охраняемая территория, площадь которой составляет 401 гектар. В это сложно поверить, но до начала 2000-х годов в этой прибрежной зоне находилось чуть больше 400 домов. «418 домов были признаны судом как самовольные постройки и по решению суда подлежали сносу. Очищение заповедной зоны проходило в период 2007 по 2011 год. За этот период были снесены все незаконно построенные дома. Сюда добраться легче всего на автомобиле, но нужно учесть, что дорога очень узкая. При встречной машине приходится съезжать на обочину, в тех местах, где это возможно. Парковка всего на 30 машин и 8 парковочных мест для мотоциклов. Время стоянки 2 часа, но это никто не регулирует, видимо, полагаться нужно на совесть. Заповедный ландшафт Эль-Саусаль является неповторимым и имеет исключительно природную красоту северного побережья Тенерифе. Ради этого стоит сюда приехать. Заповедник Эль-Саусаль представляет собой высокую природную ценность и научный интерес из-за флоры и фауны. Здесь растет эндемичное растение, которое называют пико-дель-Саусаль. Этот вид растения под серьезной угрозой исчезновения. Эта прибрежная зона Эль-Саусаль заметно отличается от остальных зон на Тенерифе. Несмотря на большую территорию, здесь не так многолюдно. Немало трудов приложили, чтобы создать такую зону отдыха. На набережной заповедника поддерживается идеальная чистота. В купальных зонах имеются души. Передвигаться по парку нужно по специальным дорожкам и тротуарам. Встречаются информационные таблички с просьбой: «Мы не просим вас убирать пляж, мы просим вас не оставляйте мусор». Также в заповеднике встречаются таблички с предупреждающей надписью, где не нужно вступать ногой. Дайте растениям снова возродиться. Замечательная особенность этого места, что здесь есть небольшая зона для барбекю. Любой желающий может ей воспользоваться бесплатно.
с этого места открывается красивый вид на вулкан Тейде. Место на самом деле очень живописное, красивое. Много так вот красивых видов. Вон там, например, виднеется городок Эль-Прис. Это прямо самый север острова. Там, кстати, хороший пляж, называется Меса-дель-Мар. Вот где вот эти высотки, там есть натуральные бассейны, а также пляж, который с черным песком. Очень красивый пляж. Посмотрите, какая красота. Идеальное место, чтобы провести хорошо день. Большая часть домов и хижин были построены на этом участке застывшей лавы. Уникальная флора заповедной зоны Эль-Саусаль потихоньку восстанавливается. Правительство Тенерифе считает, что приняли показательные меры в сохранении заповедной зоны Эль-Саусаль. Эта часть острова имеет еще одну отличительную черту. Муниципалитет Эль-Саусаль считается одним из самых дорогих на севере Тенерифе. Здесь проживает наиболее обеспеченное население севера. В основном здесь находятся фамильные дома и усадьбы, которые довольно редко появляются в продаже. Стоимость предложений в среднем от 600 тысяч евро. «16 сентября 1966 года на побережье Эль-Саусаль потерпел крушение двухмоторный самолет компании «Спантакс». На борту самолета находилось 24 пассажира и 3 члена экипажа. Рейс «Спантакса» должен был состояться из северного аэропорта Тенерифе на остров Ла-Пальма. После взлета, уже набрав высоту 1800 метров, произошел отказ одного из двигателей. Самолет начал быстро терять высоту. Возвращаться назад в аэропорт уже не было возможности из-за высокой горной возвышенности. Поэтому пилоты приняли решение совершить аварийную посадку на воду. В тот день около 5 лодок с местными рыбаками рыбачили на побережье Эль-Саусаль. Заметив, что самолет терпит крушение и падает, рыбаки отправились на помощь. Благодаря мягкой посадке на воду и своевременной помощи местных рыбаков, почти все пассажиры и члены экипажа были спасены. К сожалению, один человек утонул. Большинство пассажиров не умели плавать, и для многих этот полет был впервые в жизни. Благополучно добравшись до суши, выжившие пассажиры продолжили путь по горной тропе в ближайший населенный пункт. В 1966 году асфальтированных дорог в горах еще не было. На помощь выжившим прибыла спасательная служба на вертолете, но никто из пассажиров не захотел лететь.